Здравствуйте, мои дорогие подписчики, телезрители. Я Роман Головин. Тема лекции «Богатые люди». Сегодня я развенчаю некоторые мифы о богатых людях. И те люди, которые умеют слушать, чувствовать информацию, они из этой лекции много что могут вынести и не извращаться над своей жизнью в течение своей жизни. Итак, богатых людей, опять же, слово «богатый», оно такое условное. Есть просто богатый человек, а есть богатейший человек, то есть не нужно путать. Богатейших людей там может быть меньше 1% на земле, и они руководят нами всеми. Это немножко другая тема. Эти люди вообще за пределами достижимости, понимания, для обычного человека. Это такая программа. По моей классификации, как я говорю, человек может быть нищий, заработок ниже среднего, средний выше среднего и богатый. И сверхбогатый, Всегда все хотят знать свой заработок в валюте, в той стране, где они живут. Но я условно так разделил, то есть нищий — это когда никогда ни на что не хватает. Просто понятно, что нет денег вообще фактически. Ниже среднего — это когда никогда ни на что не хватает. Средний заработок — это когда впритык хватает на все, но нужно копить на какие-то дорогие вещи. Квартира, машина, еще какие-то дорогой телефон. Выше среднего — это когда на все хватает, но еще чуть-чуть остается. Но на что-то очень дорогое, опять же, надо копить. И богатый человек, который уже не считает особо сильно, ему на все хватает. И сверхбогатейшие люди, я вначале сказал. Вот такая моя классификация, она очень удобная для понимания, практичная. Можно, конечно, узнать непосредственно для каждого, сколько человек зарабатывает. Это нужно вызывать специальную сущность. Это все реально, это можно узнать. А многие мечтают быть богатыми. Когда человек вырастает, у нас общество такое, у нас, во-первых, финансовый мир, и многие мечтают быть богатыми. Это нормально, ничего в этом зазорного нет, это нормальное стремление. И таким образом многие пробуют, меняют профессии, страны, попытки обучиться чему-либо, попытки просто чисто заработать, что-то купил, перепродал и так далее. Кто-то свое что-то пытается произвести. Но, к сожалению, большинство этих людей даже близко не приблизится к богатству. Потому что у богатого человека это уже прописано в программе. Простыми словами, на роду прописано. То есть человек либо родился в богатой семье, либо ему сущности создали все условия, чтобы человек стал богатым при этой жизни, при этом особо не напрягаясь. То есть создались такие условия, ряд условий, что человек попал в нужное место, начал заниматься именно тем, чем он должен заниматься, что-то купил, что-то продал вовремя, и у него пошли деньги, и все пошло-поехало, собственно говоря. Для этого дается склад мышления определенного бизнесмена, изначально закладывается в программе, чтобы человек умел общаться с людьми, умел, скажем так, не транжирить деньги, жилка такая бизнесмена была. То есть это изначально уже заложено в человеке. Объясню. Мы все разные. У кого-то кости толстые, у кого-то тонкие, у кого-то цвет волос рыжий, у кого-то белый, у кого-то черный, у кого-то каштановый. Кто-то стеснительный, кто-то не стеснительный, кто-то высокий, кто-то низкий, кто-то активный, кто-то менее активный, кто-то к математике склонен, кто-то к физике. Это все заложено в программе человека при рождении. Кто-то эмоциональный, кто-то неэмоциональный, кто-то богатый, а кто-то нищий. Это заложено. Что бы вы ни делали, ничего не будет. Даже если вы сможете заработать чуть больше, вы эти деньги потеряете. Потому что вы их не сможете удержать, у вас в программе нет такого заработка. Так вот, богатые люди, они имеют такую программу. Для них не составляет большого труда это все заработать. Потому что у них уже все заточено под это. Кто-то родился величайшим футболистом. Для этого он особо ничего не делал. Он вырос в деревне где-то в Бразилии, в бедной, нищей деревне и пробился на самый верх. Теперь его знает весь мир. А другой человек, он с богатой, условно, с семьей с достатком, скажем так,
где заработок выше среднего или средний. Его отдали родители обучаться футболу. Он просто будет посредственным футболистом. Потому что в программе у него особо этого нет. Либо выбор в программе, либо он не футболист. Вот и все. Это вот связано с выбором профессии. А богатых людей на самом деле очень мало. Многие люди очень хотят стать богатыми. Пытаются ходить на различные курсы. Коучинг, сейчас модное слово, да? Бизнес-тренинг какой-то и так далее. То есть можно ходить, повысить свою квалификацию, повысить свой опыт. С пеной у рта всем доказывать, что вы что-то заработаете, но на самом деле кто-то заработает, потеряет, там что-то не получится и так далее. То есть это не то все, не получится толком. То есть если у человека получилось сразу в первой половине жизни, ну хотя в принципе бывают такие моменты, что в первой половине не шло, а потом пошло. Такое тоже бывает, программы могут поменять. А программа мобильная, она может измениться. Но такие вещи отслеживать надо у контактера, потому что все вот эти вот вещи, они очень дорогостоящие. И можете очень сильно много потерять времени, денег, нервов, и потом не будет желания больше этим заниматься. Как правило, почему-то у людей либо человек в богатство уходит полностью, либо человек в духовное развитие уходит, а нечто середины у него нету почему-то. То есть многим людям сложно и семьей заниматься полноценно, и работать, и тренироваться, и тело поддерживать, и душевным развитием заниматься. То есть человеку сложно, человек все время куда-то его заносит. Ну, это жизнь, это мы все обучаемся, это нормально. То есть для этой планеты это норма. И, к сожалению, все вот эти бизнес-тренеры, они вам не помогут. Да, вы, конечно, что-то узнаете, поймете, приблизитесь, еще больше будете хотеть. Не будет еще получаться, будете потом нервничать. Я много раз разговаривал с людьми. Они мне пытались доказать, что ты знаешь, мы не согласны с твоими знаниями, мы сейчас станем богатыми, я сейчас пойду на курсы миллионеров. Но что-то эти люди не стали миллионерами. И, естественно, у этих людей, как сказать, они обозленные становятся. Да? То есть они нашу информацию принять не могут, потому что хочется быть богатым, а он не воспринимает себя бедным из-за зарплаты ниже среднего. Он не воспринимает себя, работает сантехником, еще кем-то там. Вот были такие случаи у нас. И вот люди назло всем и перестают духовно развиваться, потому что плевать на все это хотел, потому что вот он такой, да, я хочу быть богатым, там, у меня не получается, значит я не буду развиваться, идите всех к чертям. Вот так многие люди рассуждают, да, у них нет золотой середины, понимания, что мы живем не одну жизнь, и поэтому в каждой жизни мы являемся кем-то, да, женщиной, мужчиной, слабым, сильным, нищим, богатым, успешным, неуспешным, скромным, наглым. То есть в каждой жизни мы что-то отрабатываем, нарабатываем свой опыт. Вот, поэтому в этих вопросах однозначно знания не одни. Если вы их принимаете, отлично, да, вы не проиграете эту жизнь и не создадите себе лишних проблем. Если вы их не принимаете, можете до посинения искать себя в этой жизни. Ну, потеряете время просто, набьете себе синяки, кучу нервных стрессов создадите, там, да, испортите здоровье, и в итоге все равно придете туда, от чего ушли. Как бы, да. Но это нормально, для многих это тоже дорога, как бы, тоже развитие. А лично моя статистика, да, вот по моей работе, я не работаю с богатыми людьми, их просто нет у нас. То есть, были там несколько человек за всю историю, скажем так, случайно попали, как бы, а также поработали очень усердно, усиленно, очень короткий промежуток времени, люди много чего там все заказали и просто соскочили потом. Потому что для человека непонятно, что если ты прописываешь руну на всю жизнь, вот, и если он там зарабатывал там, 5 миллионов, скажем, долларов в месяц, там, и он там заработает там, теперь 6, он особо разницы не почувствует, поэтому как бы ему все равно. Он просто так случайно решил такой некий как бы тренинг такой попробовать, но думаю, что он ничего не понял из этого, вот, и пошел дальше развиваться. Вот. Большинство людей, которые находятся на пути духовного развития, у них должны быть проблемы со здоровьем, проблемы с финансами. Это заставляет в этом финансовом мире их двигаться в сторону душевного развития, искать, как правильно питаться, как развиваться. А если бы он был богатым, у него бы все было, он это бы не делал бы. То есть у богатого человека даже нету в программе душевного развития, как правило. У них этого нету. То есть у них более-менее нормальное здоровье, там, они могут менять женщин, там,
у них много детей, там, у них там куча домов, там. Они живут в свое удовольствие. Он считает, что он поймал судьбу за хвост, он все знает, он все умеет, и, естественно, он особо не напрягается. Где-то ему там какой-то Роман Головин со своими знаниями, иди ты в баню, чтобы тебя 1000 лет не видеть, кого ты учишь, там, ты кто такой. Вот. У них подходы такие, как бы, да, то есть человек добился всего, у человека есть связи, деньги, он считает, что он и знаниями обладает, и у них и знания зачастую есть у этих людей, но в плане того, что как заработать, где купить, где продать, в какой стране лучше, в какой хуже. Ну, вот такие знания земные, как бы, да, другие знания им не нужно просто, потому что у них нет этого в программе. Многие просто, да почему-то богатые люди там такие, вот они зарабатывают, в чем успех, почему так, почему я не могу, там я стараюсь, бьюсь головой о стену. Поверьте мне, я тоже много что попробовал в этой жизни. И выше, чем положено, ну, не прыгнешь. Да? То есть начинаешь какой-то бизнес развивать, раз тебе палки там в колеса, там. И начинаются какие-то проблемы. Поэтому такие моменты, они имеют место быть. Если у человека есть какие-то финансовые сложности, то, естественно, это неспроста. Как бы уроки какие-то могут быть. Но богатых людей, как правило, никаких уроков не бывает серьезных. Хотя, в принципе, не исключаю, что тоже могут быть какие-то временные трудности. Хотя, может быть, в первой половине жизни тоже человек был богатым, потом стал нищим. Такое тоже бывает. Вот, когда душу поменяли, когда программу поменяли. Это тоже бывает. Или в первой половине жизни человек был бедный, потом раз, разбогател. Такое тоже бывает. То есть, может быть, человек временно богатым в какой-то части жизни, потом опять обеднел. А может всю свою жизнь богатым быть. Да? То есть, допустим, вот жизнь у него богата, и в этот момент приходят все те души, если у него они меняются. Иногда может одна душа за всю жизнь, иногда много. Они приходят, и они все проходят уроки богатства. Кстати, да, их не просто так эти уроки дают. Человек выдержал испытание богатством, зазнался, какие-то гадости начал делать, что-то еще. Зачастую люди бывают богатыми, но они ходят в джинсах, там, ездят на гольфах, обычных автомобилях. То есть они не ездят на каких-то дорогих машинах и так далее. То есть все вот эти моменты, они показатель как бы для многих людей, что эти люди хоть и богатые, там, да, Цукерберг, там, Брин, там, основатель Гугла. Ну, то есть люди, кажутся совершенно обычные. И они уже умеют ценить деньги, как бы, они лишние излишества себе не позволяют, как бы, то есть считают, что это не нужно. Вот. Помимо того, что если исследовать, да, вот, допустим, некоторые люди читают, там есть такой один товарищ, не буду сейчас его фамилию называть, в русскоязычном интернете, как стать миллиардером, человек рассказывает. Это ошибка всех людей на планете, да, вот человек, если стал сыроедом крутым, он чувствует себя хорошо, отлично, он там 8 лет на сыроедении, и он начинает всем рассказывать. Не могут все такими, как ты, быть, ну не могут. Не могут все миллиардерами быть такими, как ты, которые ты рассказываешь, ну не могут быть. Вот люди одного нет знаний, да, не понимают до конца. Урвали кусочек знаний, и вот они считают, что вот то, что для него сработало, сработает на всех. Не сработает. Не станешь ты великим бодибилдером, да, потому что на нем сработало, а на тебе это не сработает. И поэтому они пользуются этим. Они рассказывают, какие они успешные, там, кучу лайков, подписчиков, там, денег, там, какие-то рекламные контракты заключают. Там, то есть успешные люди. У него получилось? Ну не получится у тебя это. Есть какие-то люди, они своей дорогой пойдут. И также выйдут и заработают. Без него, без его советов. А человек, который изначально уже совершенно в другой весовой категории находится, то есть не получится так все равно. Ну никак не получится. То есть можете пробовать, можете верить мне, да, можете не верить, там, можете попробовать, вот, набраться каких-то знаний методом проб и ошибок, а потом опять вернете и скажете: да, Роман, там, ты прав был, на самом деле все правильно. Набил шишек. Изначально даже можно опыта набраться, этот опыт никуда не пойдет. Потому что из жизни в жизнь мы нарабатываем разный опыт. И когда опыт повторяется, он в зачет не идет. Вот, поэтому всегда нужно в жизни поставить приоритеты, интуитивно почувствовать, для чего вы здесь. Не можете сами, есть контактеры, обратитесь к контактеру, да, на консультацию, которая разложит всю вашу жизнь по косточкам. Это получится, это не, поверьте мне, очень много денег можно сэкономить, очень много времени можно сэкономить. Жизнь очень коротка.
очень коротка. И осознаешь только уже во второй половине жизни, когда тебе уже 40 и больше становится. И ты начинаешь, вот я там в детстве там не учил английский, а мне сейчас он нужен. Вот я там, скажем так, не занимался тем-то, тем-то, тем-то. Вот я там не изучал такие дисциплины. Вот я не самообразовывался. Теперь мне надо много времени потерять. А теперь у меня семья. Теперь мне надо это зарабатывать, это. Но мне тяжело, потому что там у меня ребенок или 2 ребенка. Ну, то есть, в первой половине жизни надо быстрее становиться умнее, развиваться усиленно. Хотя не всегда это получается, но надо стремиться к этому. Поэтому богатые люди — это вот некий миф для многих из нас, который несовместим с духовным развитием. То есть богатый человек не может быть богатым духовным человеком. Хотя есть в истории люди, которые, да, были гуру, серьезные. Ну, это исключение, понимаете. То есть их нет смысла рассматривать. Вы мне можете там и 10, и 20 таких привести. Но опять же, это все непонятно, как люди развивались, что за развитие у них там было, куда они шли. Может, они вообще темные были. Поэтому это все исключение из правил. Мы говорим как общее понимание, вот, что происходит. Отчаиваться не надо. Вот, многие всегда отчаиваются, что они что-то не заработали. Пересмотрите всю свою жизнь, поменяйте мышление, приоритеты поменяйте, да, поймите, что вы сейчас должны в этой жизни делать и куда нужно двигаться, и какую программу надо выполнять. Изучайте наш канал, очень много уникальной редкой информации, и будете многие вещи понимать. Спасибо вам за внимание, подписывайтесь на наш канал, обязательно пишите комментарии, распространяйте видео, чтобы быстрее мы пришли в светлое будущее и люди были развиты. Всем пока!